Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей марки Great Wall и Haval. В сегодняшнем видео у нас будет автомобиль, который у нас уже 2 года назад был на ремонте, по нему тоже было видео. Меняли мы там прокладку ГБЦ. По-моему, вместе с ГБЦ. Ее сейчас уже не вспомню, ну да ладно. Значит, ситуация следующая. Хозяин обратился с такой проблемой. Говорит, я ехал по трассе, у меня, говорит, начался стук. И, говорит, чувствую, что машина, говорит, троит. Начинают осматривать, разбирать. То есть они сняли головку блока цилиндра и увидели, что у них обломил свечу накала. Ну, естественно, свеча накала именно нагревательный элемент, и нагревательный элемент упал в цилиндр. Все там, это я вам дальше покажу. Вот. Пришлось маленько им подождать. Ну а что же было с этим автомобилем, я вам сейчас покажу в ролике. Ну, собственно, вот он, наш автомобиль. Здесь ситуация следующая. Прошу прощения за голос, охрип немножко. Здесь ситуация следующая. Значит, обломила свечу накала. Как вы можете видеть, поршень второго цилиндра весь изуродован. К нам эта машина приезжала, по-моему, 2 года назад. Мы меняли здесь прокладку ГБЦ. И в целом, как бы, все с автомобилем-то хорошо. Хозяин не жаловался, за 2 года не звонил, ничего не говорил. То есть ездил, все нормально. Ну, вот произошла такая вот штука. Значит, обломила свечу. Значит, сейчас будем все это разбирать. По ГБЦ сразу покажу. Здесь все аккуратненько, так сложно, заботливо. По ГБЦ у нас вот следующая ситуация. Ну, плоскость-то это мы сделаем. И мелочи все, как бы, ничего страшного. Клапана надо будет проверить. Скорее всего, им плохо. И, возможно, седло будет придется переделать. Но это, говорю, надо будет разбирать сейчас все. И все дефектовать. И тогда будет понятно уже, как, куда, чего, зачем. Добрались до поддона. А тут у нас... Тут у нас стружечка. Ну, в общем-то, это на самом деле и ожидалось увидеть. После того, как всякая пакость полетела. Ну, ладно, бог бы с ним. На самом деле ее здесь не так и много. Здесь что-то, видать, от герметика анаэробного. Какие-то лохмотья. Где-то. Ну, хотя есть вот и металлическая. То есть вот мы на отверточку. Ну, не настолько это, думаю, сейчас критично. Сейчас доберемся до вкладыша, и там будет более-менее понятно. На маслоприемнике немного грязи. Сняли маслонасос. В принципе, вот здесь вот вроде как бы и износа почти нету. А вот здесь на кромках. Здесь на кромках уже похуже. Сильно так подносило, конечно. Но, блин, что делать? Придется менять. Итак, сняли коленвал по шатунным вкладышам. Ну, это, в принципе, вполне нормальный, естественный износ. Ничего критичного. Коренные вкладыши не нагруженные, которые вообще замечательное состояние имеют. Жалко прям. Вот. По нагруженному вкладышу, ну, здесь есть небольшие риски, но это как бы совсем не критично. Но, естественно, раз уж сюда залезли, надо все равно это все менять. Ой, сейчас мы будем вытаскивать все это безобразие из мотора, отмывать и готовить на Москву. Ну, собственно, вот он, поврежденный поршень. Блин, а жалко, ни кольца не засраны, ничего, блин. Вообще в целом состояние мотора очень достойное. Обидненько. Итак, блок у нас мы забрали с гильзовки. Поверхность у нас готова. Он, естественно, все сделано, все подогнано, все сделано, все правильно. Сейчас приступаем к сборке. Сам процесс сборки показывать не буду, уже показывал его неоднократно. Да и времени у меня, откровенно говоря, снимать все подряд нету. Очень много работы. Вот там еще у нас, как вы можете видеть, 2 мотора лежит, которые тоже надо собирать. И, в общем-то, работы не в проворот, откровенно говоря. Ну, собственно, блок собран, подготовлен к установке. Сейчас будет внедряться.
общем, по итогу мотор запущен. Я уже на нем покатался здесь по городу. Все исправно, все работает штатно. Мотор работает мягенько. И, в общем-то, все хорошо. Ну, а дальше просто подытожим. В общем, автомобиль нами благополучно отремонтирован. Хозяин уехал со всеми рекомендациями об обкатке, потому что все это было гильзовалось. Все сделалось. Я думаю, что этого автомобиля теперь человеку хватит очень надолго. Он будет ездить довольный. Тем более там пожилой мужчина. Ему эту машину нужна там внуков возить, на дачу. В общем, такая, скажем так, машина рабочая. И она ездит. Вот. Значит, все отремонтировано. Я говорю, видите, как вот один маленький, скажем так, элемент, да, может подпортить вам жизнь. А подпортить он может ее на самом деле очень сильно. То есть вот упал вот этот кусок, и ну, вы видели, что там было в цилиндре. Вот. Поэтому надо осторожнее. Периодически надо все-таки проверять свечи накала, потому что они могут и сделать вот такую бяку. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем отвечу. Всем всегда рад. Всем всего хорошего. Пока-пока.